Друзья, добрый день! Южный берег Иссык-Куля. Как вы знаете, мы культивируем полный цикл производства юртостроения. Сегодня мы хотим вам показать нашу плантацию, где мы взращиваем лес, необходимый для изготовления уков, каркаса и тюндюка. Это молодняк, им около 2 лет. И через 3 года они уже будут готовым материалом для изготовления юрт. Вот как вы можете видеть, вот эта полоса, это полностью турпантал. Турпантал, исторически Турфан, то есть регион Турфан, и оттуда они были привезены сюда еще более 200 лет. И они здесь отлично прижились, благодаря особенному климату, воздуху, ветру, каменистой почве. Они обладают особыми физическими свойствами, необходимыми для юртостроения. Многие обеспокоены тем, что мы можем нанести вред природе, срубая деревья, но особенность данного дерева, турпантала, его называют еще пеньковым талом, так как по мере того, как мы срубаем, он разрастается новыми ветками, и эти ветки вырастают до необходимых наших размеров. Тем самым, по мере срубания, он становится еще сильнее, корневая система развивается, и она вырастает еще ввысь. Как вы можете заметить, вот основной ствол. После того, как он созрел, 5-летнего возраста, мы срубаем его, и с боковины вырастают новые стволы в количестве 10-15 штук. И через 5 лет они будут уже готовым лесом для новых юрт. Тем самым, друзья, мы хотели сказать, что у нас полный цикл производства юрт. Мы, начиная от выращивания уков, древесины, вплоть до обработки. В позжих роликах мы вам все покажем, технологию, как все это производим. Мы полностью контролируем процесс производства каркаса. А как известно, каркас — это основа основ, который может прослужить вплоть до 100 и 200 лет при правильной технологической обработке, при правильном уходе. И, собственно, вот. Далее мы хотим вам показать зрелые стволы турпантала на другой плантации. Друзья, здесь уже наша другая плантация, где находятся более взрослые стволы деревьев турпантала. Вот можете обратить внимание по всей длине. Здесь вперемешку находятся и тополя, и турпантал. И как ранее я говорил, после обрубки основного ствола он разрастается и растет по бокам. Вот вы можете обратить, высота, допустим, вот этого турпантала достигает до 5-6 метров. Он уже созрел. Мы вот эти стволы можем уже брать для изготовления юрт, очень больших юрт. Ширина здесь, диаметр ствола доходит до 5-6 сантиметров. То есть из данных стволов мы можем изготавливать юрты диаметром 7, 8, 9 метров, что очень редко. То есть ханские юрты как раз таки изготавливаются вот из таких стволов. Отличный пример. Мы срубили основной ствол, из него разрослось другие стволы спустя 5 лет. Это 5-летний турпантал, готовый для изготовления больших юрт. И таких стволов у нас вот целая плантация вдаль. То есть в подтверждение наших слов у нас полный цикл, контроль с самого начала до конца, каждый этап с бережностью для вас. Друзья, второй тип дерева, который мы широко используем в нашем производстве, это тополь. Тополь относится к тем видам древесины, который тоже неприхотлив и растет в любой каменистой местности. В данном случае данный вид тополя мы используем для изготовления тюндюка, шанрака. В ширине, в диаметре, в толщине он может достигать до 30-40 сантиметров в диаметре, а в высоту может доходить до 20 метров. В связи с чем он обладает такими физическими свойствами
прочными, то есть плотность древесины очень высокая, так как нагруз на шаңырақ, на тундук идет очень высокий, мы используем именно эту древесину тополь. Тополь широко распространен по всему Кыргызстану и обычно растет у устьев рек, в каменистых, песчаных местностях. Это плантация именно, где мы выращиваем тополь. Здесь у нас находится молодняк, но мы ждем, пока он созреет, вырастет, и будем использовать для наших будущих юрт, в частности для тундука. Друзья, как я ранее говорил, особенность данной местности заключается в том, что вот именно наши деревья, они произрастают в устьях рек. Вот справа находится река, сейчас апрель месяц. Слева наша плантация, где мы выращиваем наши деревья, в данном случае турпантал и тополь. Особенность данного климата, данного региона заключается в том, что зимой, в зимние стуженные месяца здесь нету снега. Поэтому отличие данных деревьев заключается в этом, что они обладают именно такими хорошими, гибкими, прочными свойствами. И это дерево растет только в этой местности.